Итак, Польша, Нижняя Силезия, замок Кличков. Если вы направляетесь сюда посмотреть на замок киевского мэра, то вас ждет как минимум два неприятных сюрприза. Во-первых, это место не имеет никакого отношения к боксеру и политику. А во-вторых, и на замок это строение не очень-то похоже. Какие картины рисует ваше воображение, когда вы слышите слово «замок»? Крепостные стены, ров, оборонительные башни? Или может быть Барбакан и донжон? В этом замке вы не увидите практически ничего из вышеперечисленного. Зато тут вы окунетесь в незабываемую атмосферу помпезности, роскоши и богатства. Сможете устроить конференцию и банкет, отпраздновать свадьбу, поплавать в бассейне, посетить баню, поиграть в теннис и даже покататься на лошадях. Ну или просто провести ночь в отеле замка. Но обо всем по порядку. Прежде всего, к замку надо как-то добраться. Наш маршрут к замку из Варшавы на авто занял около 5 часов. Практически весь путь проходит по скоростным трассам, и только последние 30 километров мы ехали через села и маленькие города. О качестве исполнения скоростных трасс могу говорить очень долго. Расстраивает только то, что максимально допустимая скорость на них это 130 км в час. Однако иногда кажется, что скоростные ограничения соблюдают только дальнобойщики. На протяжении всего пути мы не переставали восхищаться качеством польских дорог. Не хочу преувеличивать, но порой кажется, что поляки умудрились заасфальтировать даже лесные тропы. Появление лошадей на дороге намекнуло нам, что замок уже где-то рядом. Первая мысль: блин, а где замок-то? Где рыцари, мечи, ведьмы, средневековье и вот это вот все? Забегая немного вперед, в Польше, да впрочем и не только в Польше, замком часто называют более-менее старинные здания, имеющие больше 2 этажей. При том, что дворцы тут тоже есть, и порой визуально отличить замок от дворца практически невозможно. Секрет кроется как раз в том, что когда-то давно тут действительно был замок, именно такой, как и мы себе его и представляем. Со временем замки утратили оборонительную ценность и стали переделываться в тон актуальной на тот момент моде. Так некоторые замки и превратились плавно в дворцы с разнообразием стилей, а название осталось скорее по привычке. Но лучше давайте вернемся к нашему герою. Внутри, прямо скажем, очень уж атмосферно. Но где вы еще видели ресепшн в бывшей конюшне? Для желающих проникнуться, так сказать, духом того времени, замок Кличков предлагает отель прямо на своей территории. Ценник варьируется в среднем от 80 евро за номер для пары до 400 евро за императорские апартаменты. Угадайте, в каком номере жили мы? Пусть императоры и дальше наслаждаются двухэтажной ванной комнатой, а нам, простым смертным, хватит и обычной прогулки по многочисленным коридорам замка. Исследовать замок гораздо интереснее, зная несколько легенд. Первая касается непосредственно его истории, которая, кстати, достаточно банальна. Кличков был основан в конце 13 века Болько I Суровым. Путешествуя по Польше, невольно приходишь к мысли, что Болько I был самым крупным застройщиком того времени. Он упоминается буквально в истории каждого города и каждой крепости Нижней Силезии. Как и любая другая твердыня, Кличков был возведен для отражения набега врагов. На тот момент врагом принято было считать чешских соседей. Но по иронии судьбы, почти век спустя, замок Кличков таки стал чешским, отойдя по наследственной линии чешскому королевству, а точнее племяннице герцога Болько II, королеве Анне. Именно она и стала причиной зарождения первой из легенд. Ходят слухи, что королева спрятала золото на территории замка. Этот факт и стал причиной покупки, а в дальнейшем и глобальной перестройки замка бароном Рейхенбергом. Сокровища, кстати, он так и не нашел, так что подобная инвестиция в недвижимость, мягко говоря, была сомнительной. Дождавшись, пока коридоры опустеют и обитатели замка разойдутся по комнатам, я тоже решил отправиться на поиски клада.
В этом занятии я не особо преуспел. Зато нашел бильярд и неплохой ресторан. И даже спел песни на польской свадьбе. Как и в любом уважающем себя замке, в Кличкове есть свое привидение. В отличие от большинства польских замков, это не призрак белой дамы. Если коротко, то это призрак любовника жены одного из владельцев замка. По легенде, рыцарь Тамир, рыцарь с рогатым шлемом, приказал заточить гулящую жену и ее любовника и кормить раз в 3 дня. Спустя несколько лет любовник умер, как гласит история, от отчаяния, а жена была отправлена на ПМЖ и покаяние в монастырь. А дух сотника и поныне бродит по замку в поисках своей возлюбленной, ну или еды. Прогуливаясь вокруг замка и осматривая его окрестности, трудно не заметить красивейший парк, разбитый на территории более 80 акров. Для его создания в конце 19 века был приглашен известный на тот момент ландшафтный дизайнер Эдуард Петцольд. Ему же замок и обязан довольно-таки редким для Европы местом, как кладбище лошадей и собак. Несколько подлинных каменных надгробий можно увидеть и сегодня. Один из примечательных и выделяющихся фактов в истории замка – это его судьба во времена Второй мировой войны. Замок служил пристанищем и местом тайных собраний оппозиционных Гитлеру сил. Логичным завершением посиделок стала бомба, которая должна была убить фюрера. Как мы прекрасно помним из истории, ничего путного из этого не вышло. Бомба не взорвалась, заговорщики были пойманы и казнены, а владелец замка вынужден был отдать все свои имения и бежать в Южную Африку. Кстати, эта история легла в основу фильма «Операция Валькирия» с Томом Крузом. Во время самой же войны замок особо не пострадал, не считая того, что лишился практически всего своего имущества. В этом, кстати, обвиняют бойцов советской армии. И до сих пор напоминания о советском прошлом можно встретить на стенах замка. Начиная с 70-х годов, государством предпринимались попытки реконструировать замок. И только продажа объекта частным лицам позволила восстановить его в рекордные 18 месяцев. Наслаждаться замком и прогулками по парку можно вечно. Ну а нам пора двигаться дальше, ведь другие замки сами себя не посмотрят.